Друзья, всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Готовим сегодня вместе лучший в мире торт. Норвежский торт с коржами из песочного теста и воздушной меренги с орехами. По словам норвежцев, это самый лучший в мире торт. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. К 100 граммам мягкого сливочного масла всыпаем 100 грамм сахарного песка. При помощи миксера добиваемся пышной белой массы. После чего добавляем поочередно 4 желтка, продолжая взбивать миксером на средних оборотах. Желтки обязательно должны быть комнатной температуры. Заранее разделяем яйца на белки и желтки. Белки убираем обратно в холодильник, а желтки оставляем на столе. Также поступаем с маслом. Достаем заранее из холодильника и оставляем прогреться до комнатной температуры. Все, с маслом и желтками разобрались. Переходим к следующему шагу. К муке в количестве 150 грамм всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем и в 3 подхода просеиваем к основным продуктам. Лопаткой замешиваем мягкое песочное тесто. Всю муку вмешали. Теперь на этом этапе добавляем в тесто теплое молоко. Я делаю это порционно, по 2 столовые ложки. Готовое тесто должно лениво стекать с лопатки. Количество молока у всех будет варьироваться. Это зависит от размера желтков и влажности муки. Сегодня я добавила 8 столовых ложек молока. И получила нужную гладкую консистенцию готового песочного теста. Все готово. Выпекать буду сегодня в 2 одинаковых формах, размером 23 на 25 сантиметров. Они у меня силиконовые, и поэтому ничем их не смазываю. Если у вас это разъемная форма или обычный противень, то застилаем дно пергаментом и желательно смазываем его сливочным маслом. Выкладываем тесто и распределяем максимально равномерно. Далее будем разбираться с белками. Берем чашу с 4 холодными белками, подсаливаем четвертью чайной ложки соли, всыпаем весь сахар 200 грамм. И еще 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. Кислота необходима, чтобы меренга не была приторно-сладкой. Лимонную кислоту, кстати, можно заменить на лимонный сок. Взбиваем всю эту красоту миксером до устойчивых крепких пиков. Открою вам свой секрет идеального безе. Миксер у меня самый обычный. Но взбиваю все очень быстро, буквально за пару минут, честно. Обязательно чистая нежирная посуда. В принципе, это знает каждый. Холодные, качественно отделенные белки. Только белки, ни капли желтков. И сахар я всыпаю сразу весь. Не добавляю его частями во время взбивания. Это удлиняет весь процесс. Сахар должен хорошо намокнуть. Так он намного быстрее растворится в белках во время взбивания. Безе получается пышным быстрее и очень качественным. Выкладываем
и равномерно распределяем пышную меренгу поверх сырого теста. В заключении делаем какой-нибудь узор для красоты и присыпаем орехами. У меня лепестки миндаля, но это также может быть рубленый миндаль, грецкий орех или фундук. Что пожелаете, это все равно получится божественно вкусно. Выпекаем в заранее разогретой до 170 градусов духовке 35-40 минут. Тесто должно пропечься, а безе подрумянится. Все готово. Оставляем готовые коржи до полного остывания. И только потом извлекаем из формы. Если вы выпекали на противне, то разрежьте его горячим на две части. И с пергаментной бумагой оставьте остывать на решетке. В качестве крема нам необходимо взбить миксером до пышности 300, а может быть и 400 мл жирных сливок. Слишком долго сливки не взбивайте. Вот до такого состояния будет вполне достаточно. Отсаживаем взбитые сливки из кондитерского мешка между коржей и по бокам. Верх торта оставляем таким, каким он есть. Еще по желанию и для красоты предлагаю украсить полосками темного шоколада. И вуаля! Нежный, божественно вкусный норвежский торт готов к подаче. Его можно немного охладить в холодильнике, а можно и не дожидаться, а сразу приступать к трапезе. Радовать вкуснятиной себя и своих любимых. Рекомендую приготовить и попробовать. Приятного всем аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!